Этим летом на дачах появилась белая кошка. Она будто из ниоткуда начала бродить по дорожкам, иногда задерживаясь у участков в поисках еды. Кошка выглядела ухоженной, но была предоставлена сама себе, как и многие кошки на дачах. Каждое ее утро и вечер были полны опасностей. Собаки, которые также гуляли на самовыгуле, угрожали ее жизни. Нам было сложно наблюдать за этим. Ведь собаки, особенно крупные, могут легко догнать и ранить кошку. У них быстрые лапы, острые зубы и мощная хватка. Не раз мы видели, как эта белая красавица убегала, спасаясь от очередного пса. Со временем она начала заглядывать к нам под забор. Видимо, ее привлек запах сухого корма для наших собак. Кошка была голодна, и мы не могли оставаться равнодушными. Сначала она только таскала корм, рискуя жизнью, но потом мы стали сами приносить ей еду и оставлять ее на заброшенном участке неподалеку. Там кошка могла спрятаться в старом сарае или высокой траве. Летом у нас не раз возникала мысль поймать кошку и отвезти ее на стерилизацию. Но мы боялись, что она может оказаться чьей-то домашней, просто отпущенной на вольный выгул. К тому же кошка не подпускала к себе людей. Мы решили пока просто ее подкармливать. Шло время, лето сменилось осенью. Октябрьские ночи стали холодными, появились заморозки. Воздух пахнул первыми морозами, а по утрам заборы сверкали инеем. Дачники разъехались, и большинство участков опустело до весны. Котов, бродивших по улицам, стало меньше, но иногда они заглядывали к нашим кормушкам. Белая кошка, которую мы уже полюбили, все так же появлялась у нас на участке. Она все еще была очень пугливой. Однажды мы заметили, что она носит еду не только себе. Мы стали прислушиваться, и однажды Юля, моя подруга и коллега, услышала тонкий писк где-то на заброшенном участке. Так мы узнали, что у нашей белой кошки есть 3 котят. Теперь мы начали кормить не только кошку, но и ее малышей. Чтобы котята могли есть, мы варили гречку с мясными пюре, готовили мягкую запеканку из сливок и творога, грели консервы прямо в машине. А на заброшенном участке мы сделали для них домик, старую коробку утеплили пледом, обернули целлофаном, а сверху закрепили все скотчем. Юки, как мы ее назвали, в переводе с японского «снег», не сразу привела котят к нашему месту кормления. Сначала она приходила одна, а потом начала приносить малышей одного за другим. Мы заметили, что она сама переносила их за шкирку, перетаскивая из более опасного места. Однажды мы увидели, как Юки, подобно ручейку, ведет за собой 3 малышей. Она выбрала для них то место, где чувствовала себя в безопасности. Как-то Юля отправилась проверить кормушку. Она долго не возвращалась, а когда пришла, ее лицо сияло. В руках она держала переноску, вход в которую крепко прикрывала рукой. «Там котята», — с восторгом сказала она. Оказалось, малыши забрались в утепленную переноску, чтобы погреться. Мы быстро перенесли их в дом, где было тепло. Первые 2 котенка были девочками, очень напуганными. Они шипели, царапались, но главное, они были в безопасности. 3-го котенка мы поймали чуть раньше, он был более спокойным и быстро адаптировался к нам. Оставалась последняя задача – поймать саму кошку. Мы установили котоловку и использовали ароматную приманку, тушенку, разогретую до горячего состояния. Юки зашла в ловушку почти сразу. Сначала она шипела и пугалась, но вскоре поняла, что ей ничего не угрожает. В ветеринарной клинике выяснилось, что у нее проблемы с глазами, воспаленное веко и слезотечение. У одного из котят также были воспалены глазки. Это подтвердило наше опасение, кошка и ее малыши нуждаются в срочном лечении. Сейчас Юки и ее малыши находятся в безопасности. Они постепенно привыкают к людям. Мы видим, что Юки когда-то была домашней кошкой, но что-то пошло не так, и она оказалась на улице. Теперь она мурлычет, позволяет себя гладить и даже играет с котятами. Малыши больше не боятся, они уже охотно подходят к кормушке. Мы надеемся, что вскоре Юки и ее котята найдут любящих хозяев. Пока же мы делаем все, чтобы эта кота-семья почувствовала себя дома.